Я хочу процитировать нашего очень замечательного даже писателя Федора Абрамова, который сказал это в 1979 году. Снова и снова поражаешься, откуда только у русского народа взялись силы. Но вот извечная трагедия Руси. Внешних врагов победили, а свои победили ее. Полная бесперспективность. Ни единого союзника. Все ненавидят Россию. И, в общем-то, есть за что. Сама не умеет жить и другим не дает. Конечно, виноваты в первую очередь вожди. Но расплачиваться-то придется народу. И что ожидает его несчастного, многоточие. 79-й год. Все одинаково. Хуже только. Я бы хотел вот эту благостную нашу дискуссию, обсуждение, все-таки зафиксировать с тем, что сказал Николай Николаевич. Россия находится во всех мыслимых, немыслимых кризисах. Первое, экономический. Последние более 10 лет нет экономического роста. Весь мир идет вперед. Соседи, та же самая Польша. Второе, политический кризис. Нет серьезной, реальной, мощной оппозиции. Одна оппозиция пассионарская, только Навальный. Это абсолютно недостаточно для такой огромной страны. Вся оппозиция встроена во власть. И кормится из рук власти. Социальное. Более половины населения бедное. Средний класс это 18-20%. В Польше 60%. То, что двигатель экономики. Морально-этический. Нет моральных авторитетов. Помните обращение Толстого, великого Толстого? Не могу молчать. Двум главным палачам русского народа. Столыпину и Николаю II. Сегодня нет Толстого. Сегодня Толстого и вообще их нет. Внешнеполитический. Вокруг враги вот сегодня. Все, с кем можем мы поссориться, и все время говорим, что нас вот Запад. Не Запад нас, вот здесь вот это, Сергей Павлович говорит про Запад, какой Запад? Какой Запад? Сами себя душим, сами сегодня власть душим. И, наконец, все это выливается. Рост смертности, демографический кризис. Пандемия показала, почти 700 человек, 700 тысяч. Мы все хуже прошли пандемию, все хуже. И это чем расплачивает народ? Как вот можно вспомнить еще одну фразу. За ошибки, за преступления вождей расплачивается народ. Вот мы сегодня мы, и вот мы сами слабые. Мы говорим просвещение. Самое главное, мы должны, хотя в нашем кругу, говорить четко, однозначно. Эти кризисы сегодня невозможно разрешить. Сегодня нет возможности поменять власть. Мы должны говорить, что это в результате страна слабеет. И будет слабеть. А что дальше? А дальше будем терять территорию. Благополучно терять территорию. Сначала, какие бы конституционные законы не вводили мы, что бы там ни говорить о том, что отторжение территории это запрещено Конституцией, экономически будем терять. Ну, почему житель Калининградской области, который будет продолжать жить хуже, а Польша живет лучше, будет сидеть и думать, что там в Москве придумать? То же самое Курильские острова, то же самое Дальний Восток, который обезлюдивает. И вот я бы призвал благостное обсуждение закончить. Должны быть аламистские обсуждения. Аламистские, тревога. Потому что через 10-15 лет наши уже внуки повзрослевшие, а у вас сыновья будут скажут, ребята, а что же вы молчали-то? Как мы молчали в 90-х годах? Мы же молчали. Это в 80-х годах, когда и романтически пошли за Ельцином, говорили, что надо все поменять. Поменяли вот что? Но не все пошли за Ельцином. Знаете, все не все, а я отдельно скажу про вас. Это вопрос один. Надо быть честным, и надо говорить и действовать.
А действие у нас от где? Просвещение. Не надо мечтать, просвещение закроет, просвещение не закроет. Если говорить четко, однозначно и обоснованно. Потому что, в конце концов, мы не выполняем свою миссию. Миссия элиты. Мы не выполняем миссии элиты русского, российского народа. Мы просвещенные люди, профессора, академики, ученые, не выполняем эту миссию. Все время говорю, вот про планирование. Какое планирование, господа? Страна в опасности. Мы каждый год теряем народ. За 30 лет мы потеряли 14 миллионов сверхсмертности. Это ровно столько, сколько РСФСР потеряла Великую Отечественную войну. Мы потеряли нерожденных детей более 11 миллионов. Итого 25 миллионов российский народ – это демографическая катастрофа. А мы какие-то благостные обсуждения про какие-то региональные планирования и прочее. Это же кошмар. Это ровно столько, сколько в Великую Отечественную войну. Весь советский народ. Вот это огромная беда. И поэтому я надеждой обращаюсь к молодежи, вот таким, как Николай Бондаренко, и слушаю его в интернете. Надо их больше, чтобы было. Чтобы говорили и кричали. Страна в опасности, Россия в опасности. Мы теряем свое население, мы теряем свою территорию, а это значит территория. Мы теряем цивилизацию, свою историю, свой русский язык и будущее наших детей и внуков. Наконец, следующий еще момент, который я хотел бы сказать. Оппозиционные партии должны быть оппозиционными, а не декларировать какие-то слова. Оппозиционные партии должны быть обновленные. Оппозиционные. Вот я как бы не относился к Навальному. Вот пример. Что бы там ни говорили, он Данко. Вы говорите о нем. Но только он рисковал жизнью. Вот, где таких коммунистов? Есть ли у нас коммунисты такие? Уголовные дела. Коммунисты. Вот оппозиционная партия не может и не должна кормиться из рук власти. Оппозиционная партия есть оппозиционная партия. Вот ее нету. Нет оппозиционной партии, нет гражданского общества. Нет гражданского общества, вот сегодня что мы имеем. Сегодня за это надо биться. И, наконец, я не думаю, Михаил, что через год или 3 все будет продолжаться так, как и будет. И возникнет 24-й год, и будет 30-й год. Все так же будет медленно деградироваться. Медленно будет, по 400 тысяч человек будет снижаться сверхсмертность. И медленно мы будем выходить в эту медленную деградацию, продолжение деградации нашей страны. Другого я не вижу пока.